Всем привет, на канале Александр М. Брест. Сегодня к нам в гости попал Dremel 4000. Начнем, пожалуй, с того, что такой Dremel может поставляться в разные комплектации. Мы с вами сегодня рассматриваем 465 EZ. В нее входит гибкий вал Dremel со встроенной блокировкой и специальная насадка для его привода. С одной стороны у насадки идет стандартная резьба, со второй стороны идет четырехгранное отверстие, которое идеально подходит под передающий вал. Значит, теперь давайте оденем вал, мало ли вдруг, кто не в курсе, как это делается. Во-первых, снимаем переднюю вот эту наставку. Затем накручиваем наш спецкрепеж. После этого берем передающий вал, всовываем в отверстие и накручиваем сам гибкий вал на бормашинку. Вот гибкий вал и готов к работе. Осталось только цангу надеть на него. Да, кстати, в длину гибкий вал примерно 105 сантиметров. Помимо вала в комплект входит дополнительная рукоятка для более надежной фиксации, две насадки на переднюю часть корпуса. Давайте поближе взглянем на первую насадку. Обратите внимание на ее форму. Сделана она так, чтобы пользователю было удобно держать инструмент как письменную принадлежность. И хочу сказать, ну по крайней мере в моей руке лежит очень даже неплохо. Вполне себе таки можно писать автографы. Ну да ладно. Переходим к следующей насадке. Она будет полезна тем людям, которые часто меняют оснастку, так как в нее встроен ключ. И этот ключ в буквальном смысле всегда под рукой. Ну вот, моделируем ситуацию. Необходимо открутить этот бур. Нажимаем блокировку вала, отвинтили наш ключик, отвинтили ключиком нашу оснастку, достали. Все. Очень удобно. Ну прям аж капец как удобно. Вот, блин. А если вдруг в комментариях найдется человек, который напишет: да что, это всего лишь бормашинка, я все вручную зажимаю, все вручную откручиваю, то хочу сказать следующее. 35 тысяч оборотов это немало. И когда первая плохо зажатая фреза залетит в лоб кому-нибудь, мнение резко изменится. Говорю по своему опыту. Благо в лоб мне не попало, а всего лишь ввалило в стену, но кирпичей я знатно наложил. Поэтому не нарушаем технику безопасности и зажимаем все хорошенько. Так, ладно, отвлеклись. Значит, помимо вот этого встроенного ключика, еще идет в комплекте и обычный, который выполняет ту же функцию, по сути. Значит, что у нас дальше по очереди? Вот такая вот интересная штука. А именно шлифовальная платформа, с помощью которой можно шлифовать под прямым углом, либо под 45 градусов. На внутренней части платформы нанесена линейка. Платформа у нас выдвижная, то бишь мы можем регулировать высоту. Ну и естественно в нее встроен фиксатор, с помощью которого мы эту высоту фиксируем. Помимо всего вышеперечисленного в комплект входит линейный фрезерный циркуль. На боковой части циркуля имеется опять же линейка, с помощью которой мы можем регулировать выступ фрезы, ну и естественно опять же фиксатор. С помощью такого девайса можно выпиливать, к примеру, ровные окружности. Обратите внимание сюда. Здесь имеется игла, которую мы вставляем в заблаговременно проделанное отверстие, к примеру, в древесине. Затем регулируем диаметр окружности с помощью встроенной линейки. Ну и вперед! Можно рисовать кружки, можно выпиливать кружки, можно паз такой делать. Красота! Но на этом функции нашего циркуля не заканчиваются. Выкручиваем барашек из иголки. И вместо иголки вставляем вот такую лыжу. И вуаля! У нас получился миниатюрный параллельный упор. Опять же, с помощью того же барашка и встроенной линейки мы можем регулировать отступ от края. Ну и естественно его фиксировать. Также в комплект входит вот такая подставка для бормашинки. В задней части ее проделаны два отверстия, для того чтобы закрепить подставку на стене. Прикольная подставочка. Ну и конечно же, как и любая бормашинка, наш Dremel 4000 комплектуется расходочкой. В наборе из 65 предметов вы найдете оснастку для полировки, шлифовки, фрезы и так далее. Заострять внимание на всем этом деле я не буду. Хочу лишь обратить ваше внимание на то, что в набор этого Dremel входит овал, спидклик и пару расходничков для него. Вся эта красотища, кстати говоря, не просто навалена в чемодан, а разложена вот по таким вот футлярчикам. Ну и осталось рассказать про цанги. Их в комплекте идет две.
Первая под 3,2 мм, вторая под 2,4 мм. Ну и, конечно же, в комплекте идет патрон для их зажатия. Ну и последнее. Весь этот комплект поставляется в пластиковом кейсе, в котором имеется съемная полка для оснастки, специальное место для бормашины с футляром, ну и, конечно же, специальный паз для гибкого вала. С комплектом разобрались и переходим к самой бормашинке. Начнем с того, что она оснащена регулятором оборотов. Обороты регулируются в диапазоне от 5 до 35 тысяч. Электронной стабилизацией оборотов. Резьбовым наконечником в передней части корпуса редуктора для крепления дополнительной оснастки. И блокировкой вала для быстрой смены оснастки. В бормашинке встроен предохранитель, который не позволит нажать блокировку вала, если инструмент включен. Кнопка включения идет с фиксацией. Помимо всего вышеперечисленного, в корпус бормашины встроен подвес. С помощью этого подвеса можно закрепить бормашину, к примеру, над рабочим местом, что довольно серьезно облегчит работу с гибким валом. Во-первых, гибкий вал не перегибается сильно, если бормашина находится вот в таком положении. Во-вторых, сама бормашина не занимает места на столе. Ну, в принципе, штука удобная. Кстати говоря, в корпусе бормашины предусмотрен вот такой паз, в который мы можем защелкнуть наш подвес, чтобы он нам не мешал. Мощность инструмента 175 Вт, максимальный диаметр цанги 3,2 мм. Длина провода от пыльника до вилки примерно 185 см. Провод, не сказал бы, что сильно мягкий. В характеристиках это не указано, и я бы не сказал, что это принципиальный момент для бормашинки. Но, я должен об этом упомянуть, в 4000-м Дремеле, судя по всему, есть плавный пуск. Смотрим. То есть при запуске нет рывка вот этого резкого. Я еще специально взял несколько бормашинок других контор, включил и заценил. Да, действительно, она гораздо плавнее стартует. Если кому-то из вас интересно, какие резьбы применяются здесь, можете посмотреть в описании под видео. Вес бормашины без учета провода 554 грамма. С учетом провода 671 грамм. Теперь давайте посмотрим, есть ли здесь биение вала, посмотрим на балансировочку инструмента, ну и, естественно, проверим люфт. Начнем, пожалуй, с люфта. Вставил отвертку в цангу и давайте отверточкой дергать из стороны в сторону. Думаю, видно, что отвертка аж прогибается, а бормашинка особо не люфтит. Теперь проверим балансировку бормашинки. У нее корпус прорезиненный, поэтому я подложу листик, на который, естественно, ничего не наклеено. Ставим максимальные обороты и врубаем. На максимальных оборотах с балансировкой все хорошо. Теперь проверим балансировку и на пониженных оборотах. Значит, от 5000 оборотов до примерно 18-19 все ок. Потом от где-то 18 до 22 тысяч все не очень хорошо. То есть ощущается вибрация в руке. Ну а по тесту на столе вы видели, как на 20 тысячах она прям уехала в сторону. Вот, то есть вибрация есть. И опять же, от 22 тысяч до 35 все прекрасно. Ну, поработать над балансировкой надо, на мой взгляд. Кстати говоря, если у вас есть такой же 4000 Dremel, обязательно пишите в комментариях, как ваш Dremel ведет себя на 20 тысячах оборотов. Ну и остался последний тест. Тест на биение, который я не снял. Как я не пытался это снять, фреза просто сливается. На камеру не видно
ни отсутствие, ни наличие биения. Поэтому вам придется мне на слово поверить. Вставил я в бормашину дорогую, хорошую, высокоскоростную фрезу, у которой максимальные обороты 100 тысяч. Ну, то бишь, на порядок выше, чем у бормашинки. Вот. И эта фреза прекрасно себя вела практически на всех оборотах. Кроме злосчастных 20 тысяч. Складывается такое впечатление, что на 20 тысячах бормашина входит в резонанс, что ли, и начинает ее немного колбасить. Ну, естественно, я не скажу, что мне прям видно, что вот так вот ходуном там ходит фреза. Но еле-еле заметная такая, знаете, размытость фрезы появляется. Вот, поэтому, опять же, по биению его как бы нет, если не учитывать биение на 20 тысячах. Поэтому все еще работаем над балансировкой. Вот так вот. Вот наговорил. Кстати, если вдруг кто представляет, как это красиво снять и чтобы было понятно и видно, что фреза бьет или не бьет, обязательно пишите в комментариях свои предложения. Когда в следующий раз буду делать обзор на бормашинку, глядишь, буду использовать ваш метод. Заранее спасибо. Ну а теперь, как всегда, до потрохов. Первым делом снимем наконечник передний. Я сниму, пожалуй, и цангу с патрончиком, для того, чтобы мне все это дело не мешало. Затем снимем подвес. После этого можно раскручивать корпус. Раскрутили и вскрываем. Так, теперь давайте аккуратненько все доставать. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это кучу защелок на корпусе Дремала. Если вы такую вещь разбираете, будьте осторожны. То, что вы раскрутили все шурупчики, это не значит, что корпус легко разъединится. Ну, это так, к слову. Так, ладно, давайте сразу достанем якорек, снимаем с подшипничка втулку и вынимаем якорь. Начнем, пожалуй, с платы управления. Вот как она выглядит вблизи. Значит, здесь у нас на основные элементики наклеена вот такая защита. Ну и обратите внимание, она залачена. Непосредственно к самой плате управления припаян регулятор оборотов. В этот регулятор встроен фиксатор, который не позволяет прокручиваться самопроизвольно колесику, допустим, при вибрациях. Ну, это как бы довольно удобная штука. Опять же, непосредственно к самой плате регулировки подключен включатель, в роли которого выступает микрик на 2 ампера. Ну вот мы с вами плавно и добрались до статорка. Статор сделан аккуратно. Единственное, может чуть-чуть бы потолще слой лака. Значит, обратите внимание вот сюда. В разрыве между статором и щеткодержателем стоит термопредохранитель. Вот это вот действительно круто. Вот какие щетки стоят в данном Дремеле. Размер их 6,2 на 4,8. Пружинка съемная. Крепится с помощью вот такого выступа на щеточке. Теперь давайте заценим плотность графита. Ну, совсем-совсем не мягкий, плотненький. Щетки такие должны служить довольно долго. Ну и вот, наконец, мы добрались до нашего якорька. Слой лака здесь довольно-таки не маленький. У коллектора имеется литье. Блокировка вала выполнена не так, как в более дешевых аналогах, то бишь отверстие в валу самом, а вот с помощью такой вот напрессованной насадки. Ну, на мой взгляд, это неплохо. Теперь давайте взглянем на подшипники. На передней части якоря стоит подшипник фирмы NMB номер 1790 DSD28. А у коллектора стоит 696Z той же фирмы, то бишь NMB. Теперь рассмотрим блокировку вала. Она представляет собой металлический штифт с пластиковым наконечником, подпружиненный небольшой пружинкой. Обратите внимание на пластиковый наконечник, а точнее на выемку вот здесь. Именно благодаря этой выемке и ответному выступу на включателе вал не блокируется на включенном инструменте.
Но как только мы выключаем инструмент, блокировка освобождается, мы можем свободно ее нажимать. Фиксация кнопки включения во включенном и выключенном состоянии происходит за счет вот этих вот распорок и ответных частей в корпусе. Ну и последнее. Пробочки, которыми прижимаются наши щетки, идут без резьбы. И для того, чтобы заменить щетки, необходимо разобрать инструмент. Ну а запчасточки у нас закончились, поэтому давайте собирать. Первым делом берем наш статор и вставляем в него якорь. Вот так. Затем ставим резинку на задний подшипник. Перед тем, как продолжить сборку, хочу обратить ваше внимание вот на вот этот вот контактик и на вот эту выемочку в корпусе. Наша задача этот контакт поставить сюда и накрыть все это дело щеткодержателем. Берем наш нижний корпус и начинаем все это дело аккуратненько в него тусовать. Вот как должен стоять этот контакт. Думаю, видать. После того, как установили контакт, можно потихоньку опускать статор и щеткодержатели. Естественно, не забываем заводить в нужные места все провода. Установили платку, завели проводочки, поставили щеткодержатели и давайте установим ползунок. Вот так. Ставим его в положение включено, для того, чтобы он нам не мешал ставить на место регулятор и вот этот корпус. И приступаем к установке. Вот так вот. Теперь можно устанавливать щетки. Вставляем щеточку в щеткодержатель, берем нашу пробочку и устанавливаем пробку на место. Вот так вот. Ну вот, бормашина по сути и собрана. Остается поставить блокировку вала. Перепутать, какой стороной ее ставить, невозможно, потому что есть выемка, которая указывает нам на включатель. В последний раз проверяем, все ли детали на своих местах и накрываем верхним корпусом. Все защелкивается хорошо. Ну вот и осталось закрутить корпус и установить дополнительные деталюшки. Ну вот мы наше чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Ставим максимальные обороты и смотрим. Все работает. Ну а теперь давайте что-нибудь пильнем, что ли. Так. Для начала установим дремоловский фирмовый круг, который спид-клик. И вперед. Ну, как я думаю, все видят, пилит хорошо. Ну и, конечно же, давайте проверим блокировку вала. Нажимается. Не нажимается. Опять нажимается. Опять не нажимается. Короче говоря, все работает. Ну а теперь, что я могу сказать по поводу 4000-го дремола? Куча дополнительной оснастки, несомненно плюс. Блокировка вала не нажимается на включенном инструменте. Круто. Фирмы NMB подшипники, на мой взгляд, это хороший расходник. Плотные щетки, которые долго не надо будет менять, тоже круто. 175 ватт для бормашинки это много. Регулятор оборотов есть, супер. Стабилизация оборотов есть, еще лучше. Термопредохранитель на щеткодержателе установлен, вообще огонь, но блин! Че его колбасить-то на 20 тысячах оборотах, а? Если бы не эта повышенная вибрация на 20 тысячах оборотах, то просто бы не до чего доковыряться-то было бы. Нереально. Все здесь в бормашинке мне нравится. Я, кстати, давно себе именно эту бормашину хотел. Кстати, спасибо за подгон представителям Дремела.
Короче говоря, бормашинка мне очень нравится. Я считаю, для любых бытовых целей ее будет более чем достаточно. Но было бы очень круто, если бы поработали над балансировкой. Короче, оцениваем бормашинку по 10-бальной в комментариях. А если вы являетесь владельцем такой, то обязательно пишите, чем она вам нравится, а чем нет. Ну а я надеюсь, что обзор вам понравился, поэтому подписываемся на мой канал, делимся этим видео, ну и хватит. Ну а теперь, что я могу сказать по поводу 4000-го Дремала? Блокировка вала не срабатывает на включенном инструменте. Мешают снимать обзоры. Алло.